Всем привет! Сегодня приготовим вкусный домашний тортик. Готовится он на сковороде. Даже не понадобится духовка. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Для начала приготовим крем, так как он должен у нас хорошо остыть. Крем будет здесь заварной, то есть самый простой крем. Яйцо с сахаром нужно перемешать венчиком. Молоко ставим греться на плиту. Добавляем немного ванилина, кукурузный крахмал. Точное количество ингредиентов есть внизу в описании под видео. Все тщательно перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков. И горячее молоко часть заливаем в яичную массу. Перемешиваем и все возвращаем в кастрюльку. В кастрюльке на медленном огне непрерывно мешаем, так как крем быстро густеет. Когда он вот так у нас закипит, убираем его с плиты и ставим его остужаться. Пока приготовим тесто. Тесто для коржей у нас будет творожное. В яйца добавляем сахар, творог, щепотку ванилина и разрыхлитель. Все измельчаем блендером до пастообразного состояния. Затем сюда добавляем муку. Муку сразу полностью не добавляйте, потому что может понадобиться чуть меньше, либо чуть больше. Так как у меня яйцо было маленького размера, мне понадобилось еще немного. Также я добавила сметаны, потому что тесто показалось мне сухим, оно не собиралось в комок. Поэтому точное количество я напишу внизу под видео, сколько действительно нужно. Я добавила еще дополнительно сметаны и 1 белок. Получаем вот такое мягкое творожное тесто. Его нужно поделить на 6 равных частей. Каждую часть формируем кругляшок и будем раскатывать тонкий корж. Выпекать будем на сухой сковороде. Корж нужно проколоть вилкой, чтобы он не вздувался, не поднимался. Первый раз сковороду смазываем маслом, далее можно не смазывать. Выпекаем каждую сторону, он очень быстро печется. Переворачиваем и таким образом готовим все коржи. Также нужно будет края обрезать, сделать ровным. Я обрезала до диаметра 18 сантиметров. Края нам понадобятся для обсыпки торта. Вот такие коржи получаются вкусные, мягкие, на сковородке. Края нужно будет немного обжарить, чтобы они хорошо измельчились в блендере. Получилось 6 коржей творожных. Также нам для начинки понадобятся грецкие орехи. Их нужно немного обжарить. Теперь берем сливочное масло комнатной температуры, хорошенько взбиваем и постепенно добавляем остывшую заварную массу. В 2-3 этапа добавляем, соединяем со сливочным маслом, и получается такой вкусный заварной крем на сливочном масле. Он отлично подходит для наших коржей. Это у нас крошка из остатков коржей и измельченные грецкие орехи. Можем собирать наш тортик. Собирать можно прямо на тарелке, либо на подложке. Кладем немного крема, первый корж. Сверху кладем крема, побольше крема можно класть. Крема у нас много, коржей 6 штук. В конце нужно крема немного оставить для покрытия торта. И после каждого слоя корж, крем кладем измельченные грецкие орехи. В конце немного орехов тоже можно оставить для обсыпки торта. Данный торт должен простояться в холодильнике 6-8 часов, чтобы он хорошенько пропитался. Можно оставить его на ночь.
Вот так вот просто готовится, собирается, ничего не нужно выравнивать, разравнивать, крем, там сливки, творожный сыр, ничего не нужно покупать. Такой домашний, простой, вкусный тортик. Не забывайте каждый слой дополнять орешками. Самую верхнюю часть покрываем кремом, бока тоже, обсыпаем нашей крошкой. Получается вот такой красивый, домашний, простой торт к чаю. Давайте посмотрим, какой получился в разрезе. Вот такая красота получилась. Торт отлично пропитался. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем спасибо, пока!